Ты говоришь то, что в мире больших зарплат звучит как вызов. Зачем мне 10 Феррари, 20 часов или 2 самолета? У тебя в руках разбитый телефон, и это фото облетает планету быстрее, чем любой гол. Потом появляется видео, где ты после молитвы помогаешь другу убирать туалет в мечети, и люди не верят, что это не постановка. Но ты просто живешь так, как привык, без витрины. Пока другие показывают роскошь, ты строишь больницы, школы и стадионы. Ты не покупаешь себе статус. Ты покупаешь своему селу шанс. И именно поэтому тебя уважают даже те, кто за тебя не болеет. Ты редкий случай, когда величие видно не по украшениям, а по поступкам. Ты рождаешься в Бамбале, деревне, где жизнь измеряется урожаем и выносливостью. Здесь нет больницы за углом и нет плана «Б», если случится беда. Ты растешь среди полей и тяжелого труда, помогая семье, потому что иначе нельзя. Футбол здесь не секция, а мечта, которую обычно откладывают на потом. И удар приходит рано. Умирает отец. Ты еще маленький и не до конца понимаешь, что такое смерть, но запоминаешь главное, как легко жизнь отнимает опору, если у тебя нет условий и врачей. В тебе остается шрам, который потом станет твоим топливом. Ты решаешь, что однажды у детей твоего края будет то, чего не было у тебя. Ты влюбляешься в мяч так, будто он единственное, что обещает выход. Но дома тебе говорят ровно обратное. Футбол тебя не прокормит. Родные тянут тебя в поле, в нормальную, понятную жизнь, где все предсказуемо. Работай и выживешь. А ты упрямо выбираешь непредсказуемость. Особенно после чемпионата мира 2002-го, когда Сенегал заставляет мир говорить о стране, о которой многие почти не слышали. Ты смотришь на это и веришь. Если они смогли, сможешь и ты. Дядя вспоминает твои слова, сказанные на эмоциях. Ты станешь футболистом и сделаешь так, чтобы семья больше не работала на полях. В этот момент тебе не верят. И именно это делает тебя еще упрямее. Запреты не ломают тебя, они толкают на риск. Ты убегаешь из дома в Дакар тайно, почти без вещей. О побеге знает только друг, который дает немного денег на автобус. Ты едешь в столицу с одной мыслью. Если не попробуешь сейчас, потом будет поздно. Мать узнает, что ты исчез, и сначала это выглядит как катастрофа. Но потом она понимает. Ты не играешь в мечту, ты живешь ею. Ты позже скажешь, что именно тогда она впервые признала серьезность твоего намерения и разрешила попытаться. Для тебя это не просто добро. Это дыхание, когда дома хотя бы один человек перестает быть стеной. Ты все равно боишься, но уже не сомневаешься. Ты приходишь на просмотр так, как можешь. В порванных бутсах и старых шортах. Пожилой мужчина смотрит на тебя с выражением «Ты ошибся дверью» и почти насмехается. Как ты собираешься играть в этом? Ты отвечаешь честно. Я пришел с лучшим, что у меня было. Я просто хочу показать себя. Это момент унижения, который легко ломает подростка. Но ты выходишь на поле, и все меняется. Мужчина видит не одежду, а движение, настойчивость, скорость, голод. Его лицо удивляется, и ты понимаешь. Вот она, щель в стене. Этот человек – тренер Generation Foot. После игры он подходит и говорит простую фразу, которую ты запомнишь навсегда. «Я забираю тебя. Ты будешь играть у меня». И твоя жизнь впервые перестает быть фантазией. В академии ты ощущаешь новое чувство, будто мечта стала конкретной. Здесь есть форма, поле, тренировки, люди, которые говорят о футболе серьезно. Ты работаешь так, будто каждый день единственный. Ты не ищешь коротких путей и не изображаешь звезду. Ты цепляешься за шанс, потому что знаешь цену возвращения в деревню ни с чем. Академия сотрудничает с Францией, и тебе объясняют, если проявишь себя, уедешь. И ты проявляешь. Ты забиваешь, бежишь, снова забиваешь, пока тебя невозможно игнорировать. У тебя появляется спокойная уверенность. Ты не просишь судьбу. Ты заставляешь ее отвечать. А снаружи пока никто не догадывается, что этот тихий парень скоро окажется в Европе. Когда ты попадаешь в Мец, кажется, что ты уже выиграл. Но реальность Европы не похожа на мечту. Новый язык, другой холод, другая еда, одиночество, которое давит сильнее, чем защитник. Ты звонишь домой и говоришь маме, что ты во Франции. А она отвечает: «Хватит придуряться, какая еще Франция?» На фотосессии ты скромно просишь фотографа сделать снимок для семьи, и даже отправить его некуда. Ты кланяешься всем подряд не из театра, а из воспитания. Ты в Европе, но все еще мальчик из Бамбали, который боится показаться лишним.
И именно эта скромность потом станет твоей защитой. Тебя начинает мучить травма паха, но ты молчишь. 2,5 месяца ты тренируешься через боль, потому что в голове одна мысль. Если скажешь, отправят обратно. Ты боишься не диагноза. Ты боишься потери шанса. Тренер замечает, что с тобой что-то не так, и вынуждает признаться. Когда правда выходит наружу, все понимают масштаб. Травма серьезная, а ты терпел молча. Лечение помогает, но важнее другое. Твоя психология становится очевидной. Ты готов страдать, лишь бы не вернуться в точку ноль. Ты выздоравливаешь и продолжаешь. Однако в МЕЦе все идет вниз. И тебе снова придется начинать заново. МЕЦ вылетает, а вместе с вылетом исчезает ощущение, что ты на правильной лестнице. Ты не выглядишь суперзвездой. Не тот, кого ставят на обложку, не тот, о ком говорят будущий топ. Карьера висит на волоске. И вот тебе предлагают Австрию. Со стороны это выглядит как шаг в сторону, почти как понижение. Но ты видишь иначе. Это шанс попасть в систему, где развивают и продают, где у талантов есть маршрут. Ты соглашаешься, потому что понял главное. Путь не обязан быть прямым. Он обязан быть живым. И этот провал становится поворотом. Если бы МЕЦ не рухнул, ты мог бы застрять. А так ты попадаешь туда, где труд превращают в взрыв. Зальцбург – это фабрика роста. Здесь тебя оценивают холодно и точно. Данные, скорость, решение, трудоспособность. Тебя не романтизируют, тебя собирают. Ты попадаешь в идеальную среду. Атакующий футбол, большие еврокубковые вечера, где можно показать себя на витрине Европы. Ты начинаешь взрываться не одним матчем, а серией. Твоя скорость становится оружием, прессинг, привычкой, а галы – следствием. Ты учишься быть не просто бегуном, а хищником. Выбрать момент и укусить. Английские клубы смотрят на факт. Этот парень уничтожает темпом и характером. Ты готов. Переход в Саутгемптон – это вход в премьер-лигу, где никто не ждет, пока ты привыкнешь. Здесь тебя будут бить, закрывать, провоцировать. И ты отвечаешь самым громким способом, самым быстрым хэт-триком в истории АПЛ. 3 гола за 2 минуты 56 секунд. В один вечер ты превращаешься из интересного игрока в проблему для всей лиги. Теперь защитники встречают тебя страхом. Ты становишься тем, кого нельзя отпускать ни на секунду. Но ты все еще не думаешь о славе. Ты думаешь о следующей ступени. И эта ступень – Ливерпуль. Ты забиваешь Ливерпулю снова, и это не случайность. Ты чувствуешь их риск и наказываешь. Эти голы становятся твоим резюме для Юргена Клоппа. Он любит игроков, которые не только талантливы, но и готовы работать без мяча. Ты именно такой. Ты переходишь в большой клуб не как звезда с требованиями, а как человек, который еще помнит порванные бутсы. Ты не играешь в статус. Ты играешь так, будто тебе все еще нужно доказать право быть здесь. Ты становишься частью тройки, которая будет символом эпохи. Салах, Фермино, Мане. Ваш прессинг похож на охоту. Финал Лиги Чемпионов 2018. Первая большая боль. Вы доходите до последней ступени и падаете в шаге. Ты не превращаешь поражение в оправдание. Ты превращаешь его в тренировку. Ты понимаешь. Вершина отдается тем, кто повторяет одно и то же каждый день, пока не станет сильнее. И вы повторяете. Внутри уже живет обещание. Следующий раз будет наш. Ты выигрываешь Лигу Чемпионов, затем берешь чемпионство Англии. Ты оказываешься в четверке золотого мяча и становишься гордостью Африки без пафоса. Важнее всего то, как ты выглядишь на поле. Ты работаешь, как будто все еще в бамбале. Люди начинают понимать, что твой талант не только скорость. Это дисциплина. Это умение терпеть, когда матч грязный, и оставаться точным, когда шанс один. Ты исполняешь обещания детства. Родным больше не нужно работать в поле, чтобы выжить. И при этом ты не меняешься внешне. Ты остаешься человеком долго. Когда ты становишься богатым, мир ждет клише. Ты даешь миру другое. Разбитый телефон, простую одежду, привычку помогать персоналу таскать воду, молчаливую скромность. А потом видео из мечети, где ты вместе с другом убираешь туалет. Ты даже просишь не выкладывать запись, потому что не хочешь, чтобы добро превращали в контент. Интернет все равно делает из этого вирус. И люди видят редкое. Ты не считаешь грязную работу унижением. Для тебя деньги – инструмент, а не доказательство. Ты не покупаешь уважение. Ты его не просишь. Ты просто живешь так, будто богатство – не повод забыть, откуда ты пришел. Твой главный трофей –
Не медаль, а изменение в Бамбале. Ты строишь больницу там, где когда-то ее не было, и где из-за этого умер твой отец. Ты строишь школу, стадион, мечеть. Ты помогаешь семьям каждый месяц. Ты покупаешь форму и инвентарь детям, чтобы им не пришлось убегать из дома и ехать в столицу, как это делал ты. И ты почти не говоришь об этом. Тебе не нужно, чтобы о помощи писали громче, чем о твоих голах. Ты просто закрываешь дыру, которая когда-то ранила тебя. Ты возвращаешь долг без камер. Однажды ты оказываешься в больнице после матча, подозрение на сотрясение, голова гудит. И даже в таком состоянии ты видишь чужую беду. В коридоре семья, чей ребенок попал в аварию, денег на лечение нет. Ты не устраиваешь сцену. Ты просто берешь расходы на себя. Для тебя это не благотворительность. Это нормальная реакция человека, который помнит беспомощность без денег и медицины. Таких историй много, и большинство никогда не попадает в новости. Потому что ты помогаешь не ради образа. Ты помогаешь, потому что можешь, и потому что когда-то никто не мог помочь тебе. Тебя любят не за хайп, а за отсутствие хайпа. У тебя нет скандалов, нет показной роскоши, нет шоу ради внимания. Ты остаешься в тени и говоришь языком работы. Вера, дисциплина, терпение. Ты отрабатываешь в прессинге, возвращаешься назад, уважаешь людей вокруг. От болельщика до уборщика. Тебе не нужно просить уважения. Оно появляется само. Мир устал от показного, а ты – противоположность показному. Кубок африканских наций становится давлением страны, которая ждет мечту домой. Финал и серия пенальти – момент, где все превращается в нерв. Ты бьешь так, будто в ударе вся деревня и вся твоя детская клятва. И Сенегал выигрывает трофей впервые в истории. Ты видишь слезы людей, которые не думали, что доживут до этого. И понимаешь? Вот почему ты терпел поля, запреты, порванные бутсы и чужую Европу. Ты не просто сделал карьеру. Ты подарил нации момент, который никто не отнимет. Ты можешь не знать, куда идешь. Футбол никогда не обещает прямую дорогу. Но ты не имеешь права забывать, откуда ты. Ты пережил тяжелые времена, работал в поле, играл босиком. Поэтому сегодня ты выбираешь не 10 машин, а одну больницу. Не 2 самолета, а школу. Не коллекцию часов, а стадион для детей, которые еще не знают, что у них есть шанс. Твоя история не про футболиста, который выиграл Элче. Твоя история про человека, которого деньги не испортили, потому что у него была память. Ты Садио Мане. И это вся твоя жизнь.